Что ж апрель нам приготовил и чем может запомниться этот месяц 2024 года? Спойлер, месяц будет очень сложным. Друзья, всем привет! Мы продолжаем нашу рубрику «Астрообзор месяца». Вы меня поддержали, и я получила много комментариев, что эта рубрика нужна, эта рубрика важна, поэтому продолжаем анализировать с вами астрологические тенденции апреля месяца и посмотрим, в каких знаках зодиака какие планеты будут формировать между собой аспекты. А это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! Разбор астротенденций апреля я буду делать, основываясь на свой календарь 2024 года. Этот календарь могут получить все желающие абсолютно бесплатно. Для этого вам надо перейти на сайт, ссылка на который будет в описании под этим видео. Спускаемся вниз страницы, вводим свой email и получаем календарь к себе на почту. Пригодится этот календарь всем, кто жаждет знать важные астротенденции каждого месяца на протяжении 2024 года. Кому этот календарь не нужен, тогда просто продолжаем с удовольствием смотреть мои выпуски каждый месяц. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать эти выпуски. И давайте мы с вами начнем. Начнем мы обсуждение с планеты Венеры, которая 31 марта переходит в знак зодиака Рыб. В мартовском выпуске мы с вами ее оставили на потом, потому что ее влияние, соответственно, распространяется именно на апрель месяц. И вот 31 марта Венера, планета любви, красоты, удовольствий, роскоши, счастья, успеха и изобилия, переходит в мечтательный знак Рыб и пробудет там аж до 24 апреля. И для Венеры положение в Рыбах считается самым сильным, это знак ее экзальтации. Венера в Рыбах достаточно сострадательна, нежна, ласкова, избегает конфликтов и острых углов, побеждает убирать границы, убирать четкие рамки, которые в противном случае могли бы ограничивать эту любовь. И в это время ощущение свободы усилится, и в этот период можно почувствовать больше желания любить, играть, веселиться, собираться вместе. Венера в Рыбах – это положение, которое добавляет сердечным делам нотку волшебства и духовности. Это означает глубокую эмоциональную связь и склонность видеть мир через розовые очки. Во время транзита Венеры в Рыбах мы можем чувствовать, будто находимся под каким-то мечтательным любовным приворотом. И каждому захочется влюбиться, почувствовать такую, скажем, глубокую связь со своими близкими и, возможно, даже сблизиться и соединиться с каким-то объектом привязанности, да, каким-то образом. Кто-то может написать, например, песни, стихи, признаться в своих чувствах или использовать какие-то подкаты и намеки разного рода. И нам будет легче общаться с нашими возлюбленными. И в этот период захочется создать настроение для любви, как-то украсить дом, купить для себя какие-то украшения, там, нижнее белье, косметику, обновить гардероб, заниматься тем, что приносит удовольствие. А те, кто состоят в преданных отношениях, могут вывести свои отношения даже на новый уровень или связать себя, например, узами брака. Хотя во время этого транзита все кажется чудесным и мечтательным, но есть кое-что, чего все-таки следует опасаться. И Венера в Рыбах – это как зачарованная принцесса, которая любит мечтать, любит фантазировать. Венера в Рыбах может, скажем так, заставить потерять связь с реальностью, затуманить наше суждение до такой степени, что мы не обращаем внимания вообще на недостатки нашего партнера, возлюбленного и так далее. И это означает, что если вы встречались и вам не терпится прям вывести свои отношения с кем-то на новый уровень, возможно, вам стоит все-таки сделать паузу. Если у нас не было достаточно времени, чтобы поближе познакомиться с кем-то, то сейчас не лучшее время для принятия обязательств. С транзитом Венеры в Рыбах очень легко влюбиться в кого-то с первого взгляда.
А это значит, что нужно действовать медленно, чтобы не поддаться фантазиям, иллюзиям и не пребывать, скажем так, в состоянии макаронного магната на ушах. Но давайте не будем все-таки делать этот период исключительно романтическим, потому что у некоторых из нас нет на это времени. И в целом Венеру в рыбах можно рассматривать как время сглаживания любых острых углов в отношениях между коллегами, в отношениях с семьей, с друзьями. И да, экзальтированная Венера хочет принести любовь и романтику, но ее главное влияние — это все-таки установление гармонии. И если вы в ссоре с другом, то, конечно же, пришло время нанести бальзам Венеры на свои раны, которые существовали. И это время, оно позволяет впустить в свою жизнь новую любовь, новую дружбу. Также такой транзит может принести новый источник дохода, да, позволит установить прочную основу, например, в зарубежных контактах и доходах, иметь достижения в карьерном росте, увеличить расходы на какие-то предметы роскоши, например, прикупить автомобиль, либо позволит вкусить комфорт, успех, счастье, да что угодно. И такое положение Венеры в рыбах позволит прогрессивно проявиться в творчестве и получить достижения именно за счет своих врожденных талантов. Также она повысит склонность к самореализации и сосредоточению на своих личных целях. Этот транзит обещает хорошие результаты в разных сферах жизни, и понятное дело, что у каждого это будет, конечно же, своя сфера, ориентируясь на свой персональный гороскоп. У кого-то это будет карьера, у кого-то это будут дополнительные деньги, у кого-то разного рода мероприятия развлекательного характера, либо творчество, а у кого-то, конечно же, любовь полным ходом. Однако с 31 марта до 7 апреля планета любви Венера находится в соединении с Нептуном, планетой иллюзий, обмана, путаницы, творцом снов. Нептун у нас является соуправителем знака Рыб, и если Венера усиливает желание, то Нептун усиливает фантазию. И такое соединение Венеры с Нептуном открывает потенциал для нового романа или большого сострадания и какой-то духовной связи в уже существующих отношениях. Однако крайне важно сохранять все-таки бдительность, поскольку грань между реальностью и фантазией может стать достаточно размытой, и человек может оказаться в пресловутых розовых очках, которые могут привести к непониманию или идеализации в отношениях. На работе или при выполнении каких-то других повседневных обязанностей могут возникнуть трудности с мотивацией, да, поскольку существует такая тенденция бездельничать и мечтать. И если есть свободное время, то это на самом деле отличное время, чтобы заняться какими-то творческими хобби или отдохнуть за просмотром фильма, чтением книги или просто послушать любимую музыку. И многие обнаружат, что появляется тяга ко всему прекрасному и захочется держаться подальше от любых суровых и агрессивных ситуаций. Это соединение также способствует творчеству. Берете ли вы кисть, пишете стихи или сочиняете какие-то мелодии, вдохновение будет течь свободно. И также во время этого соединения нужно быть осторожным с чрезмерным потреблением еды и лекарств, то есть не злоупотребляйте, чтобы себе не навредить в последующем. И помните, что во время этого периода все-таки очень важно оставаться одной ногой на земле, пока вы тянетесь к звездам. А потом с 14 по 21 апреля Венера соединяется с Раху. И как вы помните, Раху — это отрубленная голова демона, которая жаждет приключений, и ей все мало. И Раху открывает новые возможности для любви и разного рода связей, а также увеличивает шансы влюбиться в человека, имеющего даже какое-то отдаленное географическое происхождение. Либо он сам может быть из другой страны, либо вы познакомитесь, например, онлайн, либо в отпуске. И в этот период появляется одержимость комфортом, деньгами и любовью. И появляется желание более страстных отношений. Соединение Венеры и Раху может пробудить творческий потенциал человека, что приведет опять же к всплеску художественного самовыражения и инноваций. И можно почувствовать даже повышенное такое чувство вдохновения к новым формам искусства, к новым формам музыки, письма.
А Венера и Раху могут легко привлечь славу и деньги, могут появиться новые возможности для финансовой выгоды в своих каких-то профессиональных начинаниях. Но подход человека к решению разных вопросов становится однозначно таким мечтательным, и ему не хватает рассудительности в этот период. Во время этого транзита соединения могут проиграться и некоторые не очень приятные моменты. Раху может создавать нереалистичные ожидания и заблуждения, особенно в сфере любви и отношений. И люди могут идеализировать своих партнеров или устанавливать для себя какие-то такие завышенные стандарты, что опять же приводит к разочарованию. И также может проявиться чрезмерная навязчивость и контроль, либо сложность в поддержании здоровых границ. И это опять же может привести к конфликтам, к расставаниям, к каким-то эмоциональным потрясениям. Или кто-то наоборот захочет попробовать разного рода извращения и может менять своих партнеров как перчатки. Также есть риск чрезмерно увлекаться удовольствиями, роскошью, материальными благами, что опять же впоследствии может привести к каким-то финансовым трудностям и чувству неудовлетворенности этими тратами. Поэтому во время этого соединения все-таки необходимо быть внимательным к своим мыслям, чувствам, действиям и при необходимости все-таки обращаться за советом к друзьям, к наставникам, либо каким-то профильным специалистам, да, то есть стремиться к балансу между снисходительностью и умеренностью и находить способы удовлетворить свои желания, не упуская из виду свои ценности и свои же приоритеты. И также нас с вами ждет еще одно соединение, которое произойдет с 16 по 22 апреля. Это соединение Венеры и Меркурия. Отношения, возникающие в этот период, могут быть потенциально значимыми и могут перерасти в дружбу, в романтические отношения или в какие-то рабочие партнерские отношения. Это соединение идеально подходит для общения, для поиска друзей, для свиданий и делает общение более гармоничным и приятным, помогает поделиться своей любовью, привязанностью, легче как бы выражать свои эмоции и чувства на словах, чем в любое другое время. И это отличное время, чтобы опять же набраться смелости, поговорить с кем-то из близких о проблеме, которая какое-то время, например, держалась внутри вас. Это может быть позитивное признание в любви или начало серии каких-то важных дипломатических дискуссий. Поэтому это самое прекрасное время сказать кому-то, что вы его, например, любите, выразить как-то свою любовь, признательность каким-то подарком или другим проявлением любви. Также вполне вероятно, что и вы окажетесь в центре чьей-то любви или признательности, а также можете получить комплимент, письмо, приглашение, подарок или деньги даже. Меркурий с Венерой объединяет людей и поощряет сотрудничество. Он дает дипломатические и переговорные навыки для разрешения каких-то конфликтов, находит мирное решение споров и разрушает барьеры на пути прогресса, да? То есть помогает находить партнеров в бизнесе, например, либо каким-то другим образом быстро разрешать разного рода ситуации и заключать сделки, подписывать документы. И вот такая вот у нас получается неугомонная Венера в апреле месяце. Но давайте мы с вами все-таки продолжим обсуждение конкретно Меркурия. И в прошлом видео мы с вами говорили, что Меркурий у нас 26 марта находится в знаке Овна. Когда Меркурий находится в Овне, нас меньше заботят какие-то объективные точки зрения и объективные объяснения, а больше сам факт принятия решений, причем быстро. И наши мысли и идеи новаторские. Мы склонны более спонтанно и напрямую говорить смело и напористо. И это время быстрых, возможно, нетерпеливых или поспешных решений, какой-то умственной конкуренции и быстрых, возможно, решительных или воинственных ответов на чьи-либо обращения. И наше общение достаточно честное, резкое, как пуля дерзкая. И в этот период могут проявляться вспышки озарения, которые помогают решать проблемы, которые прям слишком долго висели над нашими головами. И человеку важно самому набивать свои собственные шишки, а не слушать
слушать чьи-то советы и наставления. Но с 31 марта по 3 апреля Меркурий формирует квадратуру с Плутоном. И это означает время достаточно интенсивной борьбы в общении, борьбы за власть и каких-то преобразующих идей. То есть Меркурий — планета интеллекта и познаний, Плутон — это планета трансформаций, а квадрат символизирует какое-то противоборство. И, соответственно, как на бытовом, так и на каком-то более глобальном уровне возможны разного рода информационные стычки. Например, кто-то может нападать, хитрить в общении, могут навязывать свое мнение. Споры и конфликты возникают, когда, опять же, недостаточно фактов, но из серии «кто громче и острее на язык, тот считает себя, конечно же, правым». Человек может пострадать от того, что опрометчиво и резко высказал какие-то свои бунтарские идеи, не смог удержаться от каких-то едких замечаний, принял участие в спорах и каких-то перепалках с окружающими. И как следствие допускается очень много критических ошибок и неправильно сделанных выводов в этот период. В бизнесе также возможна какая-то подозрительность, недоверие, борьба за власть, борьба за влияние, неспособность к продуктивной умственной деятельности, раздражительность, саркастичность. То есть будут трудности в делах, беспокойство, да, в связи с получением или, например, ожиданием какой-то тайной информации, каких-то сведений. Возможно, получение даже неприятного известия. И могут быть проблемы в вопросах по распоряжению, например, совместным капиталом, а также по вопросам налогов, наследства, долгов, алиментов. То есть вообще это неблагоприятный период практически для любого вида деловой и интеллектуальной активности. Неприятные события в коллективе, протесты могут быть, также поломки техники, средств связи. Поэтому опасайтесь мошенничества, обмана, клеветы и постарайтесь вот эти пару дней ни во что не ввязываться. А вот 2 апреля Меркурий уже переходит у нас в ретроградное движение. И, по сути, ох уж этот всеми любимый ретроградный Меркурий, да, наконец-то дождались, чтобы ответственность за все свои косяки, невнимательности и ошибки можно было на него перекинуть и уйти, скажем так, в мини-безответственный отпуск. Меркурий будет в ретроградном движении со 2 апреля по 25 апреля, но в знаке Овна он там будет находиться только до 9 апреля, а потом он в своем ретроградном движении, конечно же, вернется в Рыбы, но это мы обсудим в видео далее. А сейчас давайте вот кратенько все-таки обсудим ретроградное движение в Овне до 9 апреля. И такое положение также может приводить к спорам, основанных на какой-то неясной информации, на эмоциях, которые легко обостряются из-за вот этой огненной энергии Овна. Ситуации могут накаляться в течение нескольких секунд. И вот этот ретроградный период — это не просто время каких-то мелких недопониманий. Он может быть наполнен полноценными коммуникативными сбоями. И все будут так торопиться сказать то, что хотят сказать, что не будут уделять достаточно времени на то, чтобы выразить свои мысли достаточно ясно, и чтобы другие могли понять суть излагаемого. И ретроградный Меркурий в Овне может поставить человека в какой-то тупик при разговоре. И люди становятся более упрямыми, напористыми, не слышат друг друга и не хотят даже попытаться найти компромисс, а пытаются все-таки доказать именно свою точку зрения и не прислушиваются к противоположному мнению. И это может привести еще к большему расколу в обществе, где люди будут видеть мир именно черным и белым. Поэтому, чтобы избежать обид, каких-то недоразумений после именно вот этого словесного потопа ретроградного Меркурия, все-таки очень важно найти момент спокойствия для эффективного диалога с другими людьми и постараться выражать свои мысли, чувства более четко, ясно, не переходя и не основываясь на каких-то предположениях. И в это время нужно все-таки поработать над умением слушать, прежде чем говорить. И самый эффективный способ общения будет все-таки электронная почта, поскольку она даст возможность все обдумать и поразмыслить, прежде чем отправлять свои письма для получения прочтения другими
людьми. Также нас могут ожидать внезапные перепады настроения, либо изменения планов, путаница в делах. Все те вещи, которые делались в спешке ранее или вот говорились как-то необдуманно, могут аукнуться в этот период. И ретроградный Меркурий может заставить задуматься о каких-то прошлых случаях, ситуациях, когда были сделаны поспешные выводы, приняты какие-то дерзкие, неправильные решения, либо сделаны какие-то несправедливые предположения о других, и он также может подтолкнуть к перезагрузке и вот вернуть в те события. И этот период это по сути возможность извиниться за ссору, помириться со своим врагом, связаться с кем-то, да, кто из вашей жизни был давно вычеркнут. Этот период может коснуться внешнего вида, имени, репутации. То есть руководители разного уровня могут принимать, например, публично какие-то неправильные решения и потом их опровергать, не боясь упасть лицом в грязь. Также спортивные матчи могут отменяться, переноситься, либо проходить как-то с задержками. А если регулярно нарушаются правила вождения за рулем, либо в других сферах жизни, то, конечно же, возрастает риск быть наказанным. И это не самое лучшее время для каких-то косметических процедур, например, для перманентного макияжа, поскольку, вероятнее всего, эти услуги потом придется переделывать. И также в ретроградные периоды все дела Меркурия развиваются достаточно медленно. И часто возникает путаница и вот увеличение числа ошибок. Как правило, новые проекты замедляются, а транспортное и почтовое обслуживание тоже нарушено. Сложно учиться, сложно заниматься каким-то интеллектуальным трудом, вести, например, переговоры. И в такие периоды, ну, как мы знаем, в период ретроградного Меркурия техника может выходить из строя, у операторов связи возникают какие-то проблемы. И однозначно это не самое лучшее время для совершения каких-то особенно дорогих покупок, потому что в них могут проявиться дефекты. И опять же, для подписания договоров, сделок, открытия бизнеса, трудоустройства на работу, принятия каких-то важных решений тоже неблагоприятное время, иначе потом хлопот не оберешься. Подготавливать документы, анализировать что-то, вносить уточняющие детали можно. Сам факт сделок лучше отложите на май месяц. И сейчас, друзья, будет небольшой рекламный блок, поэтому не переключайтесь, потому что нас с вами ждет еще очень много астрособытий именно в апреле. А если вы хотите научиться анализировать тенденции своего персонального месяца и делать качественный прогноз на год, исходя из вашей личной натальной карты, я вас приглашаю на курс Варшабхала «Годовой гороскоп». И на этом курсе вы научитесь анализировать прогностику по ключевым сферам жизни, таким как личная жизнь, карьера, финансы, переезд, недвижимость, рождение детей, проблемы родителей. И я поделюсь с вами своими фишками и пошаговым алгоритмом анализа годового гороскопа, с помощью которого вы сразу начнете успешно консультировать своих клиентов и не бояться, что скажете вдруг что-то не так. Для прохождения курса вы должны владеть базовыми астрологическими знаниями. И, кстати, вот пару дней назад я опубликовала новый урок, в котором рассказываю, какой стратегии надо придерживаться и какие действия надо совершать, чтобы увеличить свой доход в рассматриваемом году. Ссылка на сайт с информацией о курсе будет размещена в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. А я жду вас всех на курсе. А мы идем далее, и 6 апреля Сатурн у нас переходит на Кшатру, или более простым языком созвездие Пурва-Бхадрапада, и пробудет там аж до 3 октября 2024 года. Так как Сатурн это планета медленная, поэтому мы и рассматриваем его движение по накшатрам в том числе. И сейчас многие подумали: ну, конечно же, так себе накшатра, ведь ее символ это фасад похоронного катафалка. Но опять же, смотря какой срез делать, поэтому давайте разбираться. С одной стороны, Сатурн это показатель смерти, тяжелых болезней, хронических заболеваний, инвалидности, стариков. И, конечно же, накладывая на символику созвездия, можно сказать, что все эти темы станут более проявлены, и это возможно как вследствие каких-то политических решений,
испытаний, так и вследствие каких-то, например, вирусных испытаний. И человеку однозначно придется бороться с этим как самому, так и оказывать помощь другим нуждающимся людям. Но, тем не менее, каждый из нас столкнется с этими вопросами лицом к лицу, и каждый в своей форме. Сатурн в Пурва-Бхадрападе в последний раз у нас находился с марта 1995 года по март 1996 года. Поэтому, кому интересно, почитайте мировую сводку происшествий за тот год, потому что там на самом деле были и теракты, и ракетные испытания, и какие-то боевые столкновения между странами, объявление новых содружеств, ужесточение на границах, у лидеров некоторых стран были проблемы со здоровьем. То есть почти все то же самое, что мы можем наблюдать сейчас. И такой транзит, по сути, может дать потерю абсолютно любого характера и нанести урон как материального, так и глубоко душевного характера. Но мы с вами знаем, что все в жизни не случайно, и трудности даются только тем, кто способен с ними справиться. Плюс действительно период учит нас быть выносливыми к разного рода и физическим, и моральным тяжбам. И важно отметить, что этим созвездием Пурва-Бхадрапада все-таки управляет Юпитер, поэтому столкновение с этими неприятными событиями, с одной стороны, расширяет мировоззрение человека, с другой стороны, позволяет вырабатывать какую-то новую философию, становиться более мудрыми, учиться принимать ситуацию, искать какой-то более глубокий смысл, сочувствовать, помогать другим, служить обществу. Хотя, если учесть, сколько на нашей планете чересчур материально зависимых людей, надо признать этот факт, то для них, конечно, этот транзит будет очень тяжелым. И, конечно, первоначально в ход пойдет все-таки гнев, импульсивность, но все-таки люди усваивают жизненные уроки только на собственном горьком опыте, преодолевая трудности самостоятельно. И важно быть терпеливым и учиться противостоять невзгодам во имя светлого будущего, потому что решительные и постоянные усилия однозначно могут привести по итогу к долгосрочному успеху. Это также хороший транзит для ученых, изобретателей, историков, судей, астрологов, психологов, врачей, то есть сфер, где надо доставать самые, скажем так, потаенные скелеты из шкафа, кого-то или что-то разоблачать, быть жесткими, но справедливыми, помогать бедным и так далее. И так как мы с вами говорим все-таки про гороскоп на месяц, то хочу обратить ваше внимание еще на пады. То есть это такие мелкие четверти рассматриваемых нами созвездий. В каждом созвездии есть 4 пады, которые также добавляют нам свою характеристику. И вот как раз в первой паде Сатурн будет с 6 апреля по 12 мая. Дополнительно на слайде, это уже, скажем так, немножко забегая вперед, я прописала, когда Сатурн снова у нас будет возвращаться в первую паду. И постарайтесь в это время тоже ничего серьезного не планировать и быть предельно аккуратными, потому что первая пада — это максимально некомфортное для Сатурна положение. И в этот период может наблюдаться жесткость, жестокость, беспокойство, может сильно бомбить на нервной почве, могут возникать конфликты, которые приведут к психосоматическим заболеваниям, либо будет проявлена какая-то напрасная трата сил, и все старания окажутся неоправданными. Но это опять же тоже опыт. И давайте пойдем далее, а то, как обычно, начали за здравие с красивой экзальтированной Венеры, а перешли по итогу говорить за упокой по Сатурну. Итак, 8 апреля нас ждет с вами новолуние в Рыбах. Новолуние, как вы знаете, это не такое уж редкое астрологическое явление. Они происходят у нас каждый месяц и каждый раз в разных знаках зодиака. Так вот, новолуние в Рыбах наполнено эмоциями и какими-то творческими порывами. И находясь в эмоциональном и интуитивно понятном знаке Рыб, Луна, конечно же, может помочь глубоко задуматься о своей жизни, о своих целях, о себе, прислушиваться к тому, что говорит нам сердце, что говорит нам интуиция. И если есть ощущение, что вы слишком долго тащили что-то за собой, например, какой-то проект, отношения или цели, и кроме трудностей вы ничего не имеете, а успех, возможно, совсем и не маячит у вас на горизонте, то лучше всего используйте это новолуние в Рыбах, чтобы отпустить ситуацию, разрушить внутренние барьеры, которые тормозят ситуацию и мешают реализовать вам задуманное.
Новолуние — это всегда новое начало, то есть обновление. И мы можем начать все заново, освободиться от старых шаблонов, убеждений и энергий, которые больше не нужны нам. Новолуние в рыбах вдохновляет представить будущее, которого мы хотим. И это время, когда мы преодолеваем свои страхи и можем начать воплощать в жизнь что-то, о чем мечтали. Это прекрасное время, чтобы прислушиваться к своей интуиции и предпринять действия в своей жизни, которые приблизят ваши мечты к реальности. И это новолуние у нас также закрывает коридор затмений, то есть 8 апреля у нас с вами будет солнечное затмение, которое завершает весенний коридор затмений. Но тем не менее, с 1 по 8 число и еще ориентировочно 3 дня после него мы можем быть подвластны энергиям этого затмения. И кто-то страшит этими затмениями, кто-то, как оказалось, наоборот, говорит, что загадывайте желание, это самое лучшее время в году, и все у вас прям сбудется на 100%. Но хочу пояснить, что каждый год, 2 раза в год мы с вами проживаем коридоры затмений, весеннее и осеннее. Коридор затмений происходит по вашим кармическим точкам, Раху и Кету. И у каждого это будет своя сфера жизни. И вот в прогнозах на 2024 год для восходящих знаков я рассказывала, у кого и какая сфера будет проявлена. Затмение — это по сути период подведения итогов по лунному затмению и период постановки планов по солнечному затмению на ближайшие полгода, то есть до следующего коридора затмения. И если вам уж хочется загадать желание, то делать это надо 8 апреля, потому что будет новолуние, как начало всего нового, и солнечное затмение, которое дает вот этот вот старт этому новому. Наши желания, как правило, все-таки связаны больше с материальной и социальной реализацией, то есть вот с этой внешней реализацией. И вот как раз 8 апреля Солнце у нас находится в соединении с Раху, что дает вот этот импульс расширения именно внешних границ, экспериментов, творческой реализации. И самое главное, это дает мотивацию и какое-то вот прям внутреннее желание действовать и урвать, скажем так, нотку своей славы и как-то себя проявить. Потому что если просто загадать желание и вот, скажем так, сидеть ровно, ничего при этом не делать, то, конечно же, ничего не будет. А тут энергии, они как бы поддерживают, чтобы поставить себе конкретно точку Б, к которой вы хотите прийти, расписать план по достижению своих целей и начать действовать. Но действовать надо немножко позже, когда все-таки коридор затмений у нас завершится, потому что в сам коридор затмений лучше сидеть тише воды и ниже травы, если вы хотите, чтобы все было в вашей жизни более-менее стабильно и благоприятно, да, и ничего сверхважного из серии там важных событий, поездок, покупок дорогих вещей в этот период лучше не делать. На каком-нибудь мастер-классе или обучении я вам все-таки расскажу про затмение подробнее и расскажу свою историю о том, как я решила стать все-таки сапожником сапогами и лицом к лицу столкнулась с энергиями затмений, то есть намеренно и осознанно совершила какое-то действие, да, чтобы проверить, а как работают эти затмения и что из этого получится в итоге. Больше, конечно же, я на такие проверки никогда не подпишусь. Одного раза вполне хватило. Ну вот, собственно, поэтому я вам и говорю, что если сидеть тихо и ничего не делать, тогда все будет более-менее нормально. А если еще прийти ко мне на обучающий курс Варшабхала, тогда вообще все у вас будет супер, потому что вы сможете делать свои прогнозы прям до мельчайших подробностей по своему персональному гороскопу на каждый месяц, недели и даже дни. А информация о курсе чуть что, как вы помните, находится в описании под видео. А мы с вами идем далее, и 9 апреля Меркурий в ретроградном движении обратно уже возвращается в знак Рыб. Как мы помним, Рыбы — это самое слабое положение для Меркурия. Это знак его падения. И помимо того, что он находится в падении, так он еще и ретроградный. Поэтому ставим мы такой минус в квадрате вот этому положению Меркурия. И однозначно критическое мышление, логика, все мыслительные процессы могут быть уж очень нарушены. И между ними как будто идет борьба и появляется такая путаница в информации. Между людьми также формируется недопонимание, растерянность в мыслях, в поведении.
Планы, связанные с теми же поездками, контрактами, финансами, технологиями, могут столкнуться с какими-то осложнениями и какими-то задержками. И следует как можно больше уделять внимание именно деталям при подписании документов, потому что восприятие не будет точным. То есть перепроверяйте абсолютно все, что вы пишете, публикуете, подписываетесь, договариваетесь. Ошибок однозначно будет много. И в этот период лучше все-таки избегать начала каких-то крупных проектов, крупных покупок. Особенно если эти покупки связаны с техникой, либо, например, транспортных средств, потому что они в последующем будут ломаться чаще, чем вы на то рассчитывали. То есть до 10 мая вообще надо быть предельно внимательным и обращать внимание на все мельчайшие детали. Это не значит, что ничего делать нельзя. Можно, только внимательно. И в целом в этот период может быть больше проявлена какая-то там замкнутость, несговорчивость, стремление к уединению. Может быть, потому что все испугались этого транзита. Но желание, например, побыть один на один тоже со своими мыслями будет проявляться. И есть такая склонность, что человек будет желаемое выдавать за действительное. И в отношениях могут всплывать какие-то обиды, сомнения, ностальгия. Однако это благоприятное время для психотерапии, рисования, занятия астрологией, таро, эзотерикой, изучать курс Варшабхала, занятием каким-то творчеством и так далее. И в дополнение ко всему этому с 9 по 15 апреля Меркурий в ретроградном движении у нас соединяется с Солнцем, а значит происходит переоценка самого себя и того, как вы себя проецируете изнутри наружу, да, как говорите, как думаете и так далее. Это момент, чтобы пересмотреть то, как вы себя ведете и позиционируете в обществе. Хотя в этот период могут возникнуть некоторые, скажем так, блестящие идеи и появится чувство прям нетерпения и желания двигаться вперед, однако лучше немножко подождать, пока все-таки ретроградная фаза этого Меркурия закончится, да, прежде чем начать действовать в этом направлении. Бдительность в этот период также может быть немножко ослаблена, поэтому лучше сосредоточиться на том, чтобы слушать вдвое больше, чем обычно, если вы не хотите пропустить информацию, которая в последующем тоже повлияет на ваше, скажем так, мировоззрение. Также важно хорошо подумать, прежде чем что-то говорить. И любая маленькая ложь, сказанная во время этого транзита, может вам аукнуться позже, когда Меркурий станет директным. А вот с 15 апреля до 5 мая Меркурий находится уже в тесном соединении с Раху. И снова может произойти какой-то информационный всплеск и не очень благоприятные новости, которые будут распространяться прям с моментальной скоростью, в том числе посредством сети интернет, да, как это было у нас с 16 по 22 марта. Плюс однозначно будет много фейков, какой-то иллюзорной информации, какие-то вот замаскированные ложные сообщения с чрезмерным преувеличением, обман и, соответственно, обострится мошенничество. И тоже вот посредством каких-то информационных технологий и за счет рассеянности и невнимательности самих людей. Будет проявлено также беспокойство и может даже оказываться какое-то психическое давление. И, конечно, при таком транзите важно доводить все-таки начатое до конца, закончить обучение, если вы проходите какое-то, концентрироваться на каких-то очень важных задачах, а не пытаться, скажем так, объять необъятное и вот тонуть в потоках вот этого информационного шума. Лучше всего заниматься, конечно же, изучением эзотерических направлений, какими-то духовными практиками, йогой, медитацией, которые помогут вам успокаивать свой ум и вот эти мыслительные процессы. Далее, 13 апреля Солнце переходит в знак Овен. Значит, до 13 апреля Солнце находится в знаке Рыб. И давайте мы с вами кратенько вспомним, что же обещает у нас Солнце в Рыбах. И с одной стороны, это, конечно же, сострадание, духовность, самоотверженность, помощь другим людям, когда кто-то берет вот под опеку и покровительство над кем-то. Формируется какой-то вот философский взгляд на ситуацию, активно проявляется вот творческое начало, воображение. Но также Солнце в Рыбах может давать раздутое эго, понты
моменты, когда кто-то пытается показать себя лучше, чем он есть на самом деле, и каким-то образом возвысить себя над другими через какой-то обман. И тут тоже важно опасаться мошенников и тех, кто, скажем так, охотится на слабых и уязвимых, да, и пытается эксплуатировать сострадание или добродушие других людей в собственных целях. И вот в довесок с 30 марта по 13 апреля Солнце соединяется с Раху, а Солнце и Раху непосредственные враги. Они терпеть друг друга не могут, поскольку один правитель, а другой преступник. И во время такого соединения они имеют тенденцию создавать двуличную личность, которая пытается урвать свой кусок славы якобы через честность и упорный труд. Но Раху-то прокладывает себе путь к власти и славе через обман и сокрытие правды любой ценой. И это может быть как раз проявлено и на глобальном уровне, и на более мелком и бытовом, когда кто-то нечестным образом пытается заполучить, например, новую должность. То есть этот транзит проигрывается абсолютно на разных уровнях. И как результат очень много амбиций и натянутые отношения. И вот с одной стороны, амбиции это все-таки хорошо, но с другой стороны мы с вами помним, что параллельно у нас идет коридор затмений. Поэтому лучше не шалить и не демонстрировать открыто свое эго, чтобы не, скажем так, накликать беду. Хотя и не исключено, что уже в первую неделю апреля уж очень сильно будет проявляться желание, чтобы заявить о себе, проявить свой вот этот мятежный дух, характер, ослушаться, например, руководства, доминировать, быть бунтарем и так далее, да, и как результат может произойти просто переоценка своих сил из-за одержимости какой-то идеей, и будет провал или проблемы на законодательном уровне, ну, либо у кого-то с налоговой, например. Но потом, 14 апреля, Солнце у нас переходит все-таки в знак Овна. И это для него самое сильное положение, потому что Овен – это знак экзальтации для Солнца. В астрологии Овен ассоциируется с храбростью и отвагой, можно даже сказать с безрассудством. Присутствует импульсивность, амбициозность, конкурентоспособность, стремление победить любой ценой. И когда Солнце у нас находится в Овне, оно приносит прилив вот этой энергии и желания действий. Этот транзит заставляет нас чувствовать себя очень смелыми, отважными, побуждая решительно противостоять вызовам, да, вызовам судьбы, каких-то ситуаций. И это время новых начинаний и испытаний разных вещей, которые опять же могут быть очень захватывающими. Это прекрасное время, чтобы изменяться и менять что-то и добиваться своих целей. Однако следует помнить о терпении и не принимать импульсивных решений, о которых позже можно пожалеть. И могут возникнуть конфликты или иного рода какие-то накаленные ситуации, и лучше потратить немножко больше времени на обдумывание, прежде чем реагировать бурно и импульсивно и впоследствии нажить себе неприятности. И этот транзит напоминает о необходимости быть, скажем так, смелым, но и также терпеливым и сострадательным. И в этот период, дабы высвободить вот эту накопленную энергию, все-таки следует, например, заняться физической активностью, либо какими-то творческими занятиями. И, конечно же, восходящий знак будет воспринимать этот транзит по-разному, в зависимости от своей личной натальной карты, но все знаки будут ощущать вот эту потребность в победе, и большинство из нас будут чувствовать больше смелости, чем обычно. И вот, казалось бы, все хорошо, но все-таки с 16 по 27 апреля Солнце с Плутоном формируют квадратуру, а это очень напряженная ось. Поэтому однозначно будут проявлены какие-то потрясения, могут возникнуть какие-то трудности, препятствия, которых человек, ну, прям абсолютно не ожидал. И придется столкнуться именно со своими внутренними тревогами, со своей неуверенностью. Это энергия борьбы и оппозиционных настроений. Либо вы находитесь в оппозиции к чему-то, либо против вас будет направлена эта оппозиция. И это период борьбы за свою уникальность и за свой авторитет. Например, это может быть период каких-то
значительных изменений в работе, в отношениях, в здоровье, как вариант, да, то есть, ну, например, человек там перешел на новую работу. И тут будет как личная борьба со своими страхами, так и внешняя борьба и споры за вот эту власть с другими людьми, конкуренцию, да, вот эта потребность в распространении своего влияния может приводить к стрессу, конфликтам, какой-то неуверенности в себе, уважение и репутация может быть подпорчена. Вас могут загнать в угол, где вам придется защищать свою позицию или существенно измениться. Но эти трудности являются стимулом для личного развития, для прогресса, для саморазвития. И в это время крайне важно сохранять вот эту решимость и концентрацию и относиться к препятствиям как возможность улучшить свои знания и навыки. И в этот период может обостриться потребность в контроле, либо, например, страх его потерять. И в отношениях человек может стать объектом или виновником манипуляций, ревности, доминирования или даже какого-то шпионажа. Поэтому нужно оставаться стойким и целеустремленным и сохранять вот эту свою концентрацию на своих целях и не разочаровываться из-за трудностей, потому что все пройдет, и это тоже. Также 16 апреля у нас Юпитер переходит на Накшатру Критика и пробудет там до 14 июня 2024 года. И Юпитер в этой Накшатре может стать учителем или наставником, который самоотверженно делится своими знаниями с другими и заботится о других посредством знаний и мудрости, которые у него есть. И в какой-то степени тут даже проявлена идея, что я спасу этот мир от несправедливости. Солнце как управитель Критики и Марс как управитель Овна оба огненные, что может сделать людей достаточно жесткими и фанатичными в отношении своих знаний и убеждений. Активно проявлен анализ и критика каких-то вещей, людей, поступков, ситуаций. Может быть проявлена пропаганда какой-то борьбы или нападения. Даже в отношении между обычными людьми, то есть в нашей повседневной жизни, может присутствовать сильный гнев и агрессия. И иногда люди могут достаточно резко высказываться, не зная, как эти слова подействуют на других людей. Однако позже, когда они осознают это, они действительно чувствуют себя виноватыми и могут попытаться загладить свою вину. Хотя все-таки уверенность в собственной правоте тут все-таки преобладает в большей степени. И вот даже интересно, на почве чего все это будет происходить. И надо отметить, что на протяжении всего апреля у нас сохраняется соединение Урана и Юпитера. Это две такие медленные планеты, поэтому их соединение тоже является достаточно длительным. И как мы с вами обсуждали, что помимо информационной борьбы идет еще идеологическая борьба. На глобальном уровне могут лететь головы, быть перестановки. В странах устанавливаются новый вектор развития, новые правила, цели, законы, то есть создаются какие-то реформы и так далее. Плюс, конечно же, проявлен дух бунта, который подкрепляет вот все те тенденции, о которых мы с вами уже говорили в этом видео. И есть вероятность того, что люди будут протестовать, спорить, что-то доказывать, критиковать как-то активно других, с чьим мнением они не согласны. Но что хорошего может дать такое положение? Это, конечно же, какие-то революционные научные прорывы. Вот, например, как сейчас состоялся полет в космос, и перед участниками экипажа однозначно стоят определенные задачи. И, возможно, будут сделаны какие-то новые открытия. Технологические и образовательные достижения могут происходить в этот период. В это время может возникнуть желание, например, вырваться из рутины или отправиться в какое-то новое для себя приключение. Кого-то ждет внезапный финансовый успех, повышение по службе, либо новые романтические отношения. И для некоторых этот транзит может открыть двери новым карьерным возможностям или, например, осенить какой-то новой идеей и желанием исследовать новые горизонты. А 23 апреля Марс переходит в Рыбы. Значит, большую часть апреля он находится в Водолее. И мы с вами в прошлом видео обсуждали, что такой Марс может проявить чувство независимости, желание свободы. Могут происходить какие-то митинги,
революционные настроения, которые проявляются как на глобальном, так и на местечковом уровне. Поэтому, опять же, это подтверждение всему сказанному ранее видео, что возможны какие-то бунтарские настроения. И это, опять же, про желание справедливости, но какой и где все-таки время покажет. И в социальных сетях может быть много разного рода высказываний, и люди могут противостоять, например, какой-то несправедливости, выражать свое несогласие, бороться за коллективные свободы, убеждать других в своих же убеждениях, да, стараться как-то влиять на массы. Но опять же, кто-то это будет делать на заводе, кто-то это будет делать на мировой арене. Также этот энтузиазм и желание новаторства, роста, эволюции, появится желание что-то сделать против правил или не спросив разрешения и не сильно понимая, к чему это по итогу приведет, к лучшему или к худшему. Марс в Водолее — это быть в авангарде технологий. Это прекрасное время для инноваций, изобретений, командной работы. Но если процессы двигаются медленно и не так, как вам хотелось бы, будьте готовы, конечно же, к жестким саркастичным настроениям. Потому что особенно с 4 по 17 апреля Марс у нас соединяется с Сатурном. Это встреча двух мощных и противоречивых товарищей. Марс — планета вечного движения и инстинктивных побуждений, встречается с Сатурном, планетой проверок и ограничений. Поэтому предстоит, скажем так, проверка реальности. Сатурн всегда приносит ясность и дает возможность видеть события или переживания более ясно, вот со зрелой точки зрения, в какой-то степени даже на долгосрочную перспективу. И, возможно, кто-то получит новое понимание того, что работает, а что не работает в вашей жизни. Положить конец чему-то, освободиться от того, что больше не работает, и начать новое. Например, начать новое партнерство или начать понимать, как справиться с новой ответственностью, ну, например, на новой работе. Вопросы социальной справедливости будут иметь особое значение, и люди будут очень чувствительны к воспринимаемой несправедливости и всем вопросам гуманитарного характера. Водолей у нас также управляет социальными кругами, технологиями, сетями. Так что это прекрасное время, чтобы разобраться со своими, в том числе, социальными контактами, отсеять и устранить тех, кто не соответствует вашим ценностям, а также попытаться познакомиться с новыми людьми, объединиться в какие-то новые группировки. Технологии могут создавать какие-то трудности и сбои, особенно когда речь идет о средствах связи. Возможно, придется сделать выбор между тем, что вы хотите сейчас, и тем, что принесет вам пользу в будущем. И затем 23 апреля Марс переходит в знак чувственных и эмоциональных рыб. Появится склонность чувствовать себя менее мотивированным для достижения каких-то поставленных целей и более мотивированным для достижения духовных и эмоциональных побуждений. Поскольку энергия рыб может быть туманной и запутанной, амбиции Марса здесь, конечно же, могут очень быстро уйти куда-то в сторону, в тень, упрямо преследуя совершенно неправильные цели по неправильным причинам. Добрая, нежная энергия рыб, она все-таки смягчает острые углы Марса. Поэтому общая атмосфера во время этого транзита менее агрессивна и более миролюбива. Люди не будут склонны к конфронтациям, нужды, потребности других людей будут ставиться выше своих собственных. И вот эта идеалистическая сторона, она все-таки будет выходить на какой-то передний план. Есть вероятность стать в этот период более сговорчивым, но все-таки с нотками марсианской агрессии. Результаты будут, скорее всего, переменны, чем однозначны. И наша энергия точно так же будет двигаться то вверх, то вниз. Да? То хорошо, то плохо. Во время этого периода достижение того, чего мы хотим, становится все-таки менее простым, более сложным, и будет не такой большой прогресс, как всегда. К тому же сразу с 23 апреля по 5 мая Марс будет в соединении с Нептуном в Рыбах. Соединение Нептуна с Марсом может привести к снижению физической активности и мотивации, и будет ощущение большей усталости, чем обычно. Склонность к болезням может проявиться, человек может впасть в уныние, например. В желаниях и амбициях появятся идеалистичные
различные нотки фантазии, можно чувствовать меньшую мотивацию к действиям или вот к достижению своих целей. И это опять же может привести к ощущению вялости, растерянности. И кроме того, уверенность в своих силах тоже будет намного ниже, и будет казаться, что вы все пытаетесь что-либо сделать, но все это заканчивается провалом. То есть Нептун будет достаточно сильно мешать, чтобы человек добивался какого-то успеха. И человек не чувствует себя конкурентоспособным в этот период и не склонен начинать какие-то даже сложные новые проекты. Нептун может сделать человека более, скажем так, пассивно-агрессивным в подходе к каким-то конфликтам, конкуренции. При этом может и не быть прямой конфронтации, а вместо этого будут выбраны какие-то вот косвенные пассивные методы самоутверждения за счет других. Этот транзит может создать путаницу в желаниях. Можно задаться вопросом, а что действительно мотивирует вас и чего вы хотите достичь? Ясность в ваших мыслях может быть абсолютно неуловимой. И вот как раз после такого пережитого бунтарского периода встанет вопрос, а зачем я это все делал, а к чему по итогу это привело? И вот тут уже следует рассмотреть более точечно, в какой ситуации будет находиться человек, потому что если он очень яро и активно выступал, то как наказание последует необходимость вот этого смирения, и человек может быть повергнут даже каким-то манипуляциям, ему будет сложно отстаивать свои собственные границы, свои собственные потребности. И также, конечно же, возможны обманы, скандалы, какие-то нечестные поступки. И вот в эти даты крайне важно все-таки различать принятие желаемого за действительное. А вот 23 апреля у нас с вами также будет полнолуние в Весах. Полнолуние – это завершение лунного цикла. Во время полнолуния многие чувствуют себя очень эмоциональными, или, как некоторые говорят, выходит такая сумасшественка из их голов. И дело не в том, что человек сам сумасшедший, но ощущать все, вот все эти накопившиеся чувства ему может быть достаточно некомфортно. И в этот период все-таки важно отпустить все старое и отжившее. И как раз полнолуние будет у нас в знаке Весов, а это знак партнерских отношений. И как мы с вами говорили, что по Марсу может быть чистка контактов, так вот во время полнолуния отпустите их с чистой душой и ни о чем вообще не жалейте. А если вам нужны новые друзья, то посетите какое-нибудь мероприятие и познакомьтесь с новыми людьми. Или подумайте, как привлечь в свою жизнь баланс и гармонию, которой по итогам апреля у многих из нас, конечно же, будет не хватать. И с 24 апреля по 19 мая Венера у нас переходит в знак Овна, а это самый первый знак в зодиакальном круге. И Венера в этом транзите всем нам предлагает возможность начать все сначала, когда дело касается вопросов именно любви, привязанности и влечения. Скучным отношениям нет места, когда Венера входит в знак Овна. Скорее наоборот, мы расцветаем благодаря новым встречам, смелым каким-то впечатлениям, и мы более свободны в поисках вот этого счастья, любви и так далее. Но Овен — это независимый знак зодиака, ориентированный преимущественно на себя и свои потребности. Следовательно, вещи, связанные с любовью и романтикой, могут показаться какими-то даже ребяческими или немного эгоистичными. Как бы то ни было, для одиноких людей это может быть прекрасное время, чтобы осознать свои истинные потребности, и Венера в Овне дает им вот тот самый огонь, который делает более уверенными людей при встречах и вот в личном общении друг с другом. Для тех, кто находится в отношениях, понимание потребностей вашего партнера и совместного получения нового опыта — это, конечно же, верный способ, чтобы разжечь такой новый огонь между вами. И несмотря на то, что Венера в Овне выглядит достаточно тщеславной, на самом деле речь идет об улучшении вашей романтической жизни через понимание именно себя. Но, к сожалению, это время не подходит для того, чтобы как-то глубоко влюбиться или начинать долгосрочные отношения. То есть рассматривайте это скорее как сцену, на которой у вас есть возможность попробовать разнообразные вкусы любви.
И это про жизнь здесь и сейчас, в настоящем, без страха перед прошлым или беспокойства о том, а что же будет дальше. Это возможность следовать тому, что вы хотите, и не соглашаться на меньшее. И также с 27 апреля по 4 мая Венера находится у нас в квадратуре с Плутоном. А Плутон — это планета трансформации, испытаний, и, конечно же, они будут происходить по теме Венеры, то есть по вопросам, связанных с любовью, отношениями, ценностями, эстетикой. И в отношениях могут возникать проблемы из-за чрезмерного контроля. Сильные чувства, они перерастают в какие-то негативные эмоции, и поведение необоснованно меняется с доброго и нежного, да, на какое-то завистливое, навязчивое или даже собственническое. И могут однозначно проявляться манипуляции, ревность. Захочется постоянно требовать каких-то доказательств любви и вот привязанности в свой адрес. И в основе такого поведения лежат чувства, связанные именно с прошлыми ранами, страх или неуверенность в том, что человек не чувствует себя любимым или ценным. И вот как результат отношения будут истощены вот этими испытаниями такого периода, и партнер может как-то даже отстраниться или уйти совсем. То есть, возможно, какие-то угрозы и ультиматумы. Нездоровые отношения однозначно развалятся, что будет еще более болезненно и драматично, а прочные отношения, наоборот, выдержат этот транзит, но подвергнутся некой трансформации. Новые отношения, конечно же, возможны и могут показаться каким-то мгновенным влечением. Однако все-таки надо понимать, что такое увлечение может привести к оскорбительной или жестокой привязанности. И последнее астрособытие апреля — это когда 25 апреля Меркурий возвращается у нас снова в строй, то есть свое директное положение, но он все равно находится у нас в Рыбах в соединении с Раху. Поэтому тот факт, что он становится директным, на самом деле нисколечки не отменяет все предыдущие обещания, которые мы рассмотрели в этом видео. Все равно по Раху будет информационный бунт, много коммуникаций, фейки, желание много общаться. По Рыбам это будет рассеянность, проблемы в коммуникациях, общение обо всем и ни о чем конкретном, а бы поговорить, себя показать, высказать свое мнение и не остаться как-то в стороне. То есть все то, что мы уже с вами обсудили. И по тайм-коду вы можете переместиться на эти моменты. Ну, в целом, вот такой интересный, местами очень сложный будет у нас апрель месяц, хотя на первый взгляд он казался абсолютно безобидным, но вполне возможно, что у кого-то из вас в вашем персональном годовом гороскопе Варшабхала идут абсолютно другие периоды, которые защитят вас от всех вот этих, ну, скажем так, транзитных тенденций. Поэтому приглашаю вас к себе на обучение, чтобы вы научились делать свои персональные гороскопы на месяц. Всем вам желаю сил и терпения. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!